Доброго времени суток, с вами канал Python Hub Studio, и в этом видео мы с вами установим и самое главное правильно настроим легкий и комфортный редактор кода Sublime Text для языка программирования Python. Легкий он просто потому, что нам необходимо с вами самостоятельно установить дополнительные компоненты и настроить его работу. Итак, давайте посмотрим, как это правильно сделать. Переходим в поисковик, прописываем Sublime Text 3 и переходим на сайт sublimetext.com. Если вы зашли на этот сайт с главной страницы, переходим на ссылку Download. Здесь мы сами выбираем установщик под ту операционную систему, которая у вас установлена. Мне подходит Windows 32-разрядная. Кликаем, сохраняем, например, на рабочий стол и приступаем к установке. Браузер уже закрываем, он нам не нужен. Кстати говоря, обратите внимание, мы сейчас будем устанавливать редактор кода. Но перед тем, как устанавливать редактор кода, у вас уже должен быть установлен интерпретатор Python. Как это проверить? В командной строке прописывайте Python. То есть у вас уже должен быть установлен Python, и он должен быть прописан в переменной среды patch и запускаться просто по команде Python из консоли. Если у вас Python не установлен, переходите на канал, там есть подробное видео, как это правильно сделать. Итак, запускаем наш установщик. Здесь оставляем по умолчанию, устанавливаем Sublime Text в Program Files, здесь нажимаем Next и здесь ставим галочку «Добавить в контекстное меню». Просто чтобы, кликая по папке, здесь у вас была строчка «Открыть Sublime Text». Очень удобно. Нажимаем Next и устанавливаем. Изначально лицензия Sublime Text стоит $80, но разработчик позволяет неограниченное количество времени ознакомиться с их продуктом. Поэтому запускаем Sublime Text и приступаем к его настройке. Прежде чем переходить к настройкам внешнего вида и всего прочего, давайте для начала займемся главным, а именно настроим правильный и корректный вывод результата вашего кода в консоль. Изначально, как говорится из коробки, редактор кода поддерживает исполнение кода Python. Давайте для начала создадим новый файл. Файл New File, открывается вкладка, и давайте сразу его сохраним. Save as. Допустим, на рабочий стол и дадим ему название произвольное тест и самое главное расширение py. Нажимаем сохранить, и у нас с вами здесь отображается test.py, это вкладка, то есть мы сейчас будем работать в этом файле. И давайте здесь для проверки напишем функцию print, здесь у нас будет вывод какого-то сообщения, и теперь проверим, как работает вывод этого кода на примере функции input. Так, здесь как строку. Enter, двоеточие. Так, и теперь посмотрим, получится ли у нас как-то использовать значение, которое вернет функция input в переменную x. Для того, чтобы запустить этот код, необходимо перейти в вкладку Tools и здесь Build System из Automatic поставить на выполнение скрипта Python. Есть. Ставим галочку, проверяем. Есть. И теперь, чтобы запустить этот код, необходимо нажать комбинацию клавиш Ctrl-B. Вот она, Build. Нажимаем. Итак, у нас исполняется скрипт, вот его отображение. И теперь в функцию input пытаемся ввести какое-либо значение. И ничего не происходит. А это очень важный момент, особенно если вы только начинаете изучать программирование. Давайте-ка сделаем нормальную консоль и вывод работы вашего кода. Что для этого необходимо? Так, это мы уже закрываем. То есть, вот смотрите, здесь в левом нижнем углу есть кнопка Hide панель. Так, убираем эту консоль, оставляем этот код и приступаем к настройке. Для того, чтобы сделать нормальный вывод в консоль, нам необходимо скачать дополнительный плагин, то есть расширение для редактора. Делаем это мы следующим образом. Во-первых, нам необходимо перейти во вкладку Tools и запустить Command Palette, то есть командную панель. Комбинация клавиш Ctrl-Shift-P. И здесь необходимо для начала установить плагин Package Control. Вот он, Install. Начинаете вводить Package, он его сразу находит. Install Package Control. То есть плагин, который управляет плагинами, которые установлены для этого редактора. После того, как вы нажали на ту кнопку, здесь выскакивает вот такое окошко, то есть успешная установка. Нажимаем ОК. И теперь Ctrl-Shift-P, запускается панель команд, и здесь уже осталось то, что мы писали до этого. Вот нам необходимо Package Control Install Package. Если здесь, к примеру, там не написано или стерли, то набираем заново Package Control и поиск нам
показывает варианты, и нажимаем Package Control Install Package. То есть у нас запускается плагин, который устанавливает пакеты. Вот оно, его окошко. И здесь мы прописываем следующее. Нам понадобится плагин, который называется, пишем в поиске REPL и листаем, ищем Sublime REPL. Нажимаем на него и устанавливаем. Установка отображается в нижнем левом углу. Только здесь еще надпись о том, что устанавливается пакет, значит он уже установлен. Теперь нам необходимо все это дело настроить. Сейчас переходим во вкладку Tools. Здесь Build System. И теперь нажимаем New Build System. То есть создаем свой вариант исполнения скрипта Python. Здесь то, что все есть, удаляете. И теперь нам необходим следующий код. Я его кину в описании к видео, поэтому просто сможете скопировать. Так, вставляем сюда новый вариант запуска скрипта. И теперь нам этот файл необходимо сохранить. Нажимаем Файл, Save. Так, путь расположения сохранения не меняем. Он уже здесь автоматически будет сохранен там, где нужно. И теперь вот это имя. Здесь написано untitled.sublimebuild. Все, что до точки, мы удаляем и пишем то, что нам необходимо. Например, Python. Давайте напишем Python REPL. Получилось Python REPL.sublimebuild. Сохраняем. Есть, файл сохранен. Это окошко мы с вами закрываем. И теперь нам необходимо сделать еще одно действие. Во-первых, здесь нажимаем Tools, Build System. Теперь у нас, обратите внимание, здесь появилась еще одна запись, та, которую мы сейчас сделали. Вместо Python нажимаем Python REPL. И второй шаг, который нам нужно сделать, это найти файл конфигурации плагина REPL. Да, действий много, но это того стоит. Итак, нажимаем вкладку Preference. Здесь Browse Packages. У нас открывается окно. Здесь два файла. Нам нужен файл Sublime REPL. Нажимаем на него. Здесь заходим, не файл, а папка. Здесь заходим в папку Config. И здесь ищем папку, которая называется Python. Заходим в нее. И здесь файл main.sublimemenu. Правой кнопкой по этому файлу открываем его в том же самом редакторе Sublime Text. Open. Есть. И теперь мы видим с вами JSON файл конфигурации. Здесь листаем ниже, и нам необходима следующая строка. Вот она. Так, как бы так это, чтобы было понятно. Вот здесь обратите внимание, ID, двоеточие, REPL, Python, Run. И здесь вот этот словарь, там где args, мы с вами здесь cmd, двоеточие, Python, -u, добавляем еще один флаг. Ставим пробел, двойные кавычки. Здесь пишем -i. И не забываем запятую. Есть. И теперь этот файл мы с вами сохраняем. Save. Есть. Вот эта строчка. Вот здесь вот добавляем вот эту запись. Закрываем. И теперь проверяем, как это все работает. Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-B. И у нас сейчас запустился еще одна вкладка, где исполняется код, который у нас есть в файле test.py. Вот она. Давайте-ка попробуем. У нас там сейчас работает функция input. Давайте напишем что-нибудь. Hi есть. То есть без проблем теперь то, что мы ввели, вернулось в функцию input, и дальше код отработал. Давайте теперь нормально расположим эту консоль. То есть в данном случае это пока что неудобно. Сейчас нажимаем вкладку View. И теперь здесь Layout Rows 2. Есть. И перетягиваем ее сюда. Отлично. И у нас получилась очень удобная консоль. Причем обратите внимание, кроме того, что работает функция input, и тем не менее сеанс интерпретатора не закрывается. И поэтому после того, как ваш скрипт отработал, все эти переменные, которые там есть, остались для использования. Очень удобно. То есть это позволяет просто после того, как ваш скрипт отработал, посмотреть, какие там значения в переменных пооставались. Ну и в общем, любым другим способом с ними поиграться. И теперь, то есть любые манипуляции с оставшимися переменными производить. Есть. То есть теперь опять, если запустить, у нас здесь будет открываться второе окно. В этом случае ничего страшного, просто старое закрываем и работаем дальше. Есть.
Итак, вывод кода мы с вами настроили. Замечательно. Теперь давайте посмотрим остальные настройки. Если перейти сюда в View Sidebar, нажать Show Open Files, у вас здесь сбоку будет вот это окошко, куда вы можете без проблем, так это нам уже не нужно, так что это такое, тоже не надо, перетащить любую папку с вашими скриптами, и она здесь будет отображаться. То есть, там, например, не сюда, сюда перетянули, есть, то есть раз файл, два файл. То есть так, удобная навигация у нас есть. Замечательно. Дальше. Теперь нам необходимо настроить автодополнение кода, подсветку синтаксиса дополнительную к Python и подсказки для синтаксиса и так далее. Нам для этого понадобится плагин, который называется Anaconda. Нажимаем Ctrl-Shift-P, напоминаю, это у нас запускает Command Palette. И здесь Package Control Install Package. И здесь прописываем Anaconda. Вот он. Нажимаем и устанавливаем. Еще раз, здесь в левом нижнем углу отображается статус установки. Как только здесь исчезнет надпись Installing Package, значит плагин установлен. Есть, наш плагин установился. Не все плагины после установки отображают подсказку, поэтому не спешите, кстати говоря, никогда закрывать вот это всплывающее окошко, к примеру, вот эту вкладку об установке. Она есть, повторюсь, не везде, но, к примеру, устанавливаете какую-то тему и так далее. Здесь могут быть написаны подсказки о том, как правильно настроить что-то. Итак, есть Anaconda у нас с вами установлена. Давайте-ка посмотрим, что она может. Так, пишем функцию print. И у меня выскакивает вот такая ошибка. У вас, вероятнее всего, такой ошибки не будет. Но обратите внимание, о чем говорит эта ошибка. О том, что просто превышен лимит ожидания 0,2 секунды. То есть просто быстродействие системы. И Anaconda у нас начинает некорректно работать. Давайте посмотрим, как это очень легко исправить. Необходимо перейти в Preference. Так, Package Settings. Здесь у нас уже появилась Anaconda. И здесь набрать Settings User. Есть, открывается файл конфигурации пользователя. И нам необходимо сюда добавить следующее. Я это тоже сам точно так же кину в описании к видео. Нам необходимо туда добавить вот этот кусочек кода. Так. Есть, добавляем сюда. И сохраняем этот файл. Файл save. Есть. Теперь перезапускаем редактор. Так, Sublime текст. Есть. И смотрим, что может у нас наша Anaconda. Пишем print, и у нас выскакивает подсказка. То есть функция такая-то, то-то, то-то. То есть там у нас доступны такие-то аргументы, параметры. Замечательно. Теперь вот эта точка обозначает, что работает линтер, который мы сейчас с вами отключим. Я покажу почему. Итак, давайте-ка проверим еще. Допустим, пишем с вами import. Есть подсказки, все есть. Допустим, requests модуль. Есть подсказка, есть. И теперь проверим, например, будет ли показывать наша Anaconda методы, которые есть у нас в функции и так далее из модуля requests. Есть все отображается замечательно. Наша Anaconda работает и подсказывает нам. И теперь обратите внимание на вот эти вот возникающие обрамления. То есть у нас строчки попадают в квадратик. Давайте откроем более сложный код. Вот, например, bot. В принципе, как бы ничего страшного. То есть вот, раз у нас, два, три. Это работает линтер, то есть он требует, чтобы здесь было, например, два отступа перед декоратором. Меня это не устраивает, потому что если полистать этот код ниже, скажем так, для личного использования, когда вот это все выглядит следующим образом, то есть там не соответствует стандартам PEP или еще что-нибудь, ну это никуда не годится. Поэтому я предлагаю этот линтер выключить. Переходим в Preference, Package Settings, Anaconda. И здесь Settings Default, то есть по умолчанию. Заходим сюда, и у нас здесь очень огромный словарь JSON. И здесь нам необходимо налистать. Где-то здесь будет этот линтинг. Так. Где? О, Anaconda Linting True. Так, 251 строка. И здесь мы вот это значение True меняем на значение False. Так, есть. С маленькой буквы. Это файл JSON. И сохраняем. Так, save. Есть. Это можно было перенести и в файл users настройки, но поменяем прямо в этом.
Есть. Отлично. Линтер выключен, и теперь все работает нормально. Дальше. Следующее. То есть, в принципе, смотрите, на данном этапе вывод в консоль есть, подсказки есть, минимэп есть. Кстати говоря, она вот тут отключается. Если она вдруг вам не нужна, мне она почему-то никогда не пригождается. Так, значит, дерево файлов есть. Теперь давайте-ка приступим к оформлению. Так как это на самом деле очень важная часть, чтобы в редакторе было комфортно работать. Во-первых, глазам приятно, во-вторых, они не так сильно устают. Что для этого нам необходимо? Нам по-прежнему необходимо команд палет. Давайте-ка посмотрим, какие настройки есть по умолчанию. Во-первых, вот это панель отображения файлов. Значит, что мы здесь можем поменять прямо сразу? Переходим в ту же самую вкладку Preference и здесь тема. И нажимаем Adaptive Sublime Theme. Есть. Так, она адаптируется, то есть под внешний вид, примерно пытаясь подражать цветовой схеме вашего кода. Отлично. Теперь Preference, то же самое, цветовая схема. И здесь листаем клавиатурой. Вот такие варианты есть. Так, например, стандартная Monokai. Но мы с вами можем, естественно, скачать из очень большого выбора дополнительных цветовых схем. Нажимаем Ctrl-Shift-P и здесь пишем в поиске Package Control. Так, выбираем Install Package. И здесь в поиске мы с вами пишем так, схем. И здесь очень большой выбор цветовых схем. Они скачиваются по отдельности, где-то их сразу добавляется по несколько. Давайте выберем следующее. Напишем так, Base 16. Base 16 Color Schemes. Их здесь будет очень много, чтобы не качать по одной. Так, есть цветовые схемы у нас остановились. Давайте-ка на них посмотрим. Preference, Color Scheme. И из всего этого великолепия теперь мы можем выбирать. Так, листаем. Есть. Ну, в общем, суть понятна. То есть здесь уже можно выбрать то, что вам подходит больше всего. Так, вырви глаз прям какой-то. Значит, дальше поставлю Monokai. То же самое касается и темы оформления самого редактора. То есть цветовая схема плюс отдельно можно выбрать тему. То есть вы то же самое Package Control и там пишите не схема, а тема. Ну, вот, именно вот это вот. Надпись и выбираете уже из тем, которые там доступны. Теперь по поводу нескольких полезных плагинов. Нажимаем опять Ctrl-Shift-P, Package Install Package. И здесь пишем следующее. Auto File Name. То есть сейчас посмотрим, что он умеет. Так, Auto File Name. Загружаем этот пакет. И теперь обратите внимание. Нам, допустим, там функция Open или неважно. И здесь нам необходимо указать. Мы открываем строку, и здесь сразу выскакивает подсказка. Сейчас. Именно файлов, которые есть в этом файловом окружении. Ну, то есть, вот вы открыли какую-то папку с вашим проектом, и у вас там набросаны там файлы, картинки, аудиодорожки и так далее. То есть, здесь, чтобы не писать, это очень быстро позволяет добавлять пути к разнообразным файлам. Точно так же, если вы начнете писать, например, путь, например, диск C, двоеточие, так, и теперь, допустим, там Program Files есть и так далее. То есть очень просто набирать пути к разнообразным файлам. Очень удобный плагин. Дальше. На Sublime Text доступно очень большое количество разнообразных плагинов. То есть вы реально можете настроить его буквально под любые ваши потребности. Например, работаете с Python, есть, мы его настроили. Теперь, допустим, вы работаете дополнительно с HTML. Пожалуйста, плагин Ember. Необходимо документировать большой объем кода. Есть плагин, который позволяет оптимизировать этот процесс. Вот, пожалуйста, DocBlocker. То есть именно этим Sublime так и крут. То есть он очень быстро работает, и вы его реально можете настроить под любые свои нужды, не нагружая его ничем лишним. Так, и теперь необходимо еще рассмотреть следующий, последний вопрос в данном видео. Что делать, если у вас установлено два интерпретатора Python, к примеру, версии 2 и версии 3. И происходит так, что запуская скрипт, он у вас запускается Python 2, а не, к примеру, Python 3. Чтобы разобраться, как это сделать, давайте рассмотрим следующие моменты. Так, пока что редактор мы этот закроем. То есть редактор Sublime, например, он как запускает интерпретатор Python для запуска, к примеру, какого-либо скрипта. Он первоначально посылает следующий запрос. То есть он запускает вот такой командой наш интерпретатор Python. И теперь
Какой Python запустится первый? Python версии 2 или Python версии 3? Запустится первый Python, тот, который первый у вас указан в переменной среды patch. Можете поменять их там местами или, к примеру, сделать следующую манипуляцию. Вот, например, так, у меня два Python 3.7 и 3.9. Вот, допустим, зайдем, посмотрим Python 3.7, у нас здесь Python exe. Как можно сделать так, чтобы, например, запускался именно Python версии 3.7? Что нам необходимо сделать? Мы с вами делаем копию. А у меня уже такая есть. То есть вы просто копируете файл. Где-то, копировать, вставляете сюда же его. Называете его Python 37, например. Вот как у меня здесь сейчас. Далее переходите в редактор Sublime. И здесь нам необходимо повторить действия, которые частично те, которые мы делали во время настройки плагина REPL. Preference Browse Packages. Здесь Sublime REPL. Config. Папка Python. И здесь файл main Sublime Menu. Так, открываем этот файл в нашем же Sublime. И теперь листаем туда, где мы сами дописывали флаг -i. Вот, 53 строка. И здесь вот обратите внимание, что здесь написано. У нас написано просто Python. И здесь мы, соответственно, дописываем Python 37. Файл save. Есть. Таким образом мы даем понять, что именно этот эксешник нам необходимо запустить. Все, так, выбрали Python 37. Давайте-ка запустим этот скрипт. Так, Ctrl-B. Есть. Так, Enter. Что-нибудь вводим. И теперь проверяем. Импорт. Допустим, модуль sys. Enter. И теперь вызываем sys. Так, версия нашего интерпретатора. Нажимаем Enter. И видим, у нас запущен Python 3.7.9. Отлично. Вот таким образом можно выбрать интерпретатор Python. На этом данное видео завершается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Удачного легкого кода. Всем пока.